6 вещей, которые делает нарцисс, когда теряет контроль в отношениях. Почему эта тема важна? Я еще раз напомню, что человек с нарциссическими чертами личности — это человек, который преисполнен такой общей тревоги, какой-то неуверенности, небезопасности. И самая важная вещь, которой он озабочен, это тем, чтобы получать от других людей, от окружающих, сигналы о том, что он таки значим, значителен, что он имеет какую-то вот важность. То есть он каким-то образом повышает свою самооценку, свою устойчивость за счет окружающих людей. Когда нарцисс находится в отношениях, основной человек, от которого он получает, собственно, это называется нарциссический ресурс, вот эти вот подкрепления, подтверждения своей значимости, это человек, с которым он в отношениях, и, соответственно, он старается этого человека контролировать. Ну, например, нарцисс в каком-то раздраженном там, не знаю, состоянии начинает как-то себя так вести, замечает, что у его партнера настроение портится, он понимает, что настроение у другого человека, у близкого испортилось, потому что он начал себя так вести. Он понимает, что я его контролирую, я могу влиять на его настроение, он остается в отношениях, несмотря на то, что я ему испортил настроение, значит, я достаточно значим, чтобы все-таки он оставался в этих отношениях. То есть нарцисс всячески старается контролировать близкого человека для того, чтобы взаимодействие с ним часто в том числе и разрушительно, получать подтверждение своей какой-то значимости, своей элитарности, своей такой исключительности. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы говорим с вами об основных вещах, которые делает нарцисс, когда он понимает, что он теряет контроль над вами в отношениях. Что он в такой ситуации будет делать. Если вам эта тема интересна, а тема, я думаю, интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, поделитесь этим видео в своих соцсетях, и мы начинаем. Ну и первая вещь, с которой вы можете столкнуться, когда нарцисс понимает, что он теряет контроль над вами, он старается как-то вот загладить свою вину, и здесь наступает черед ложных извинений. То есть это такие извинения, которые вроде по форме звучат как извинения, но вы их когда слышите, вы понимаете, что это скорее оправдание. Ну, например, он может сказать что-нибудь вроде: «Извини, что тебе показалось, что я хотел тебя обидеть своим поведением или своей фразой». То есть получается вроде бы как, ну, тебе кажется, что я тебя хотел обидеть, и мне очень жаль, что тебе так показалось. То есть он ни разу не сказал о том, что он сожалеет о том, что он что-то сделал. Ну или какая-нибудь отговорка типа: ну извини, мне жаль, что ты расстроилась. То есть не мне жаль, что я что-то сделал, не мне жаль, что я своим поведением как-то нарушил наши с тобой отношения и, возможно, их ухудшил. Нет, мне жаль, что в тебе происходят какие-то процессы, с которыми я вообще никак не связан, и вот я вижу, что ты расстраиваешься, ну мне жаль, что ты расстраиваешься, я как будто бы тебе сочувствую. Вторая вещь, с которой вы можете столкнуться в ситуации, когда нарцисс теряет контроль, ну, предположим, вы перестали там как-то ему потакать, или, предположим, вы начинаете как-то отдаляться из отношений, он может использовать, ну, есть такой термин гуверинг, был такой пылесос когда-то на Западе, гувер. В общем, ну, гуверинг — это ситуация, когда другой человек ведет себя как пылесос такой эмоциональный. То есть он начинает вас всячески пытаться втянуть обратно в отношения. Что он для этого использует? Он для этого использует то, что он использовал в самом начале ваших отношений. В цикле отношений с нарциссом первая фаза — это фаза идеализации, или еще и называют лавбомбинг. Это когда нарцисс бомбардирует вас своими какими-то сигналами, знаками любви. То есть, если он понимает, что он теряет контроль над вами в отношениях, он старается вести себя так, как он вел себя в самом начале. То есть он, там, не знаю, может дарить цветы, не знаю, засыпать вас какими-то комплиментами, добавляет количество внимания до уровня, который был в самом начале отношений. Что важно для нарцисса в ситуации, когда он понимает, что он контроль теряет, особенно если он такой, в принципе, человек не глупый, понимает, что, ну, эти отношения уже идут к концу. Ему важно восстановить контроль над вами. И когда вот он вроде бы как, ну, немножко утряс этот конфликт, он уже должен вас со своей стороны бросить. То есть если он понимает, что вы уходите из отношений, ваша инициатива в том, чтобы оставить его, чтобы не чувствовать себя вот таким вот брошенным, ничтожным, вот, не знаю, каким-то вот совершенно опустошенным, ему важно как будто бы вас притянуть обратно в эти отношения и со своей стороны, по своей инициативе вас так вот гордо бросить. Тогда он будет чувствовать, что, ну, все-таки какой-то контроль остался на его стороне. Если нарцисс потерял контроль настолько, что вы уже прямо вот не общаетесь, ну, предположим, вы решили съехать от него или вы решили как-то с ним не общаться, то следующее, с чем вы можете столкнуться, он будет, зная вас, зная вашу обычную рутину, будет подгадывать такие моменты, чтобы вроде бы как случайно вас встретить там в каком-то в местном магазине, не знаю, где-нибудь там в библиотеке, где-нибудь там вы собак вместе гуляли, еще где-то. То есть он придет туда, где он может вас встретить, и там вот он как будто бы вроде бы как невзначай какое-то время, ну, будет находиться рядом с вами, и таким образом он не сможет себе немножко как бы, ну, по крайней мере, создать такую иллюзию контроля, что я, по крайней мере, контролирую, когда мы встречаемся, пускай мы встречаемся как-то вот так эпизодически, но
я это контролирую, я все-таки немножко рулющий в этих отношениях. Понимая, что нарцисс теряет контроль в отношениях, он может прибегнуть к эмоциональной манипуляции или эмоциональному шантажу. То есть он будет апеллировать к вашей эмпатии, он начнет говорить какие-то вещи типа, что ну мне очень жаль, что все так происходит, ну да, возможно там где-то была моя какая-то вина, но вот и ты тоже хороша, ну послушай, ну как же мы будем дальше, ну если ты, скажем, перестанешь со мной общаться, я просто умру, я просто буду страдать, мне будет очень плохо, мне будет тяжело. Естественно, что поскольку у вас есть определенная эмоциональная связь с этим человеком, ну как правило, когда эмпат общается с нарциссом, то эмпат имеет определенную привязанность, которая начинает образовываться, какое-то чувство близости по отношению к этому человеку. И ты, когда слышишь, что он говорит, что он будет страдать, ты, соответственно, сам начинаешь чувствовать вот как будто бы, ну, знаете, вот предвкушение вот этого страдания, которое нам неприятно чувствовать. Есть такая в психологии проблема, что человеку сложно отказать другому человеку, сложно с кем-то прекратить общение, потому что ну, вот эта травма отвержения, она в нас во всех звучит еще с детства. То есть, грубо говоря, мне тяжело человеку отказать, мне тяжело человека, ну, грубо говоря, бросить, потому что таким образом я как будто бы прикоснусь к теме вот этого вот брошенности и отвержения и буду чувствовать, ну, вот ту боль, которую, возможно, будет чувствовать он сама. При том, что у нарцисса, конечно, эмпатия развита гораздо меньше, чем у эмпата, мягко говоря, и, соответственно, он просто манипулирует. Он говорит о том, что ему будет очень плохо, очень тяжело, если вы вдруг перестанете общаться. Но на самом деле он просто переживает, что он потеряет вот контроль над вами, он потеряет доступ к большому количеству нарциссического ресурса, который он у вас получает. Следующая вещь, которую может нарцисс сделать в случае, если он теряет контроль, это такие ложные обвинения, когда он начинает вас обвинять в том, что вы нарцисс, манипулятор или газлайтер. Ну, например, вы говорите человеку, что посмотри, ты себя ведешь так, что я чувствую себя небезопасно, некомфортно, и мне кажется, что вот ты себя ведешь похоже на то, как вот описывают, ведут себя нарциссы. В этой ситуации он говорит, если он немножко изучил эту тему, изучил эту терминологию, говорит, посмотри, ты сейчас ведешь себя как газлайтер. Ты сейчас мое какое-то поведение, ну вот я вроде бы, я вот хочу так вот эмоционально говорить, я так и говорю. И вот ты это оцениваешь как признаки нарциссизма, то есть ты пытаешься сказать мне, что я какой-то как бы сумасшедший, что является признаком газлайтинга. То есть ты сейчас по отношению ко мне ведешь себя токсично. Вот, когда вам такое говорят, вы, естественно, можете попасть в такое смятение, как-то немножко сбиться с толку, что теперь дальше делать. Либо в ситуации, когда, вот, знаете, конфликт только начинается, и вы говорите, что, слушай, давай с тобой сядем, как-то спокойно поговорим. Он понимает, что дело пахнет жареным, начинает сразу, там, грубо говоря, орать, что ты заберешь у меня детей, ты хочешь меня, там, не знаю, забрать у меня все имущество, это у тебя какой-то расчетливый, хитрый план. То есть начинаются ложные обвинения, которые как бы высосаны из пальца, которые приводят к тому, что вы вместо того, чтобы говорить о том, что вас волнует в этих отношениях, должны от всего этого оправдываться, что вы там не газлайтер, что вы не собираетесь пока никого никуда забирать, вы вообще об этом не думали, что все, о чем он говорит, это вам в голову не приходило. То есть он начинает вас обвинять, с целью, чтобы, во-первых, вас отвлечь от разговора о том, о чем вы хотели поговорить, о том, что между вами происходит. И во-вторых, опять же, когда ты обвиняешь другого человека, а другой человек оправдывается, то кто контролирует ситуацию? Правильно, нарцисс, потому что он обвиняет, он, так сказать, задает повестку, о чем вы вообще говорите. Ну и шестая штука, с которой вы можете столкнуться, когда нарцисс теряет контроль в отношениях, он может начать вам просто угрожать. То есть понятно, что, скорее всего, это угрозы будут какие-то эмоциональные, он начнет себя как-то вот вести так вот настороженно, неоднозначно. Ну, предположим, вы решили, что вы не будете больше выполнять там его какие-то требования, или вы, скажем, решили от него как-то дистанцироваться. И каждый раз, когда вы с ним все-таки, вам приходится общаться, он какой-то молчаливый, угрюмый, такой, как такая, знаете, громовая туча. Вот он какой-то так вот угрожает своим видом, что вот пойди догадайся, что у него на уме. Или он начинает какие-то говорить такие недвузначные вещи, что ну посмотришь, что дальше будет. Я думаю, что типа Бог нас рассудит и так далее. То есть он говорит о каких-то таких вещах, что вроде прямой угрозы и нет, но вы себя чувствуете очень небезопасно, вам очень тревожно, вам кажется, что вас как будто бы запугивают и принуждают к тому, чтобы вы вернулись под контроль нарцисса. Домашнее задание напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-нибудь находились в отношениях с нарциссом, и если вы замечали, что он теряет контроль над вами, то, собственно, как он себя вел и что самое главное вы делали в ответ, как вы это парировали, это будет очень важно. Я буду вам благодарен за все ваши комментарии. Если вам эта тема кажется важной, поставьте лайк под видео, поделитесь этим видео в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписались. Можете нажать на колокольчик, чтобы каждый раз, когда я выхожу в эфиры или делаю премьеру, вы получали уведомления. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.